Доброе утро. В эфире Толковый Печник. Тут я начал стройку камина. Еще пока положил первые рядки, завел подвод внешнего воздуха с улицы. Сейчас буду ставить дроссель. Вот такой хороший дроссель польский. Герметичный, на тросике. Что это? Ну, короче, заказчик его купил сам, сказал, что это польский. Мне нравится. Теперь я пытаюсь сделать, делали карнизы. Вот, карнизы как бы трех типов. Вот первый тип мы уже видим, да? Это такие колбаски скругленные, вот, угловые и лицевые. И вот такие вот кирпичи уже идут, карнизы, да, выпуклые, вогнутые с одной стороны. То есть это я сделал на станине, потом я, может, сниму видео, покажу. Вот они такие, как бы на эти ряды. И на третий ряд пойдут вот такие двояко выпуклые карнизы. Книжки таких называют некоторые. Вот. Это самый сложный карниз, потому что там его приходится сейчас делать вручную, поскольку там надо какие-то, как механизировать этот способ, я не знаю. Вот, пока сделано 19 карнизов, еще надо 8 сделать. Как механизировать этот способ, я не знаю, пока я его делаю вручную. Но я пытаюсь механизировать его, потому что качество меня не устраивает этих книжек на данный момент. Вот купил я сверлильный станок Werker ZJ4116. Вот я его собираю. Вот это будет сверху такая часть стоять, это снизу. Вот, что по ходу в этот момент я могу сказать про этот станок. В первую очередь хочу сказать следующее. По опыту общения с веркерами, штернами, ваттами, со всей этой китайской, простите, лабудой. Если у вас есть денег много, и вы хотите раз там в пару месяцев покупать новую болгарку, например, да, вот как у меня вот за 2 месяца вылетает, и щетки меняются, подшипники, он все равно за 2 месяца убивается, то, конечно, он стоит дешево, 50 рублей всего лишь, сейчас очень дешево. Но, с другой стороны, можно купить за 150 Bosch Professional синенький, и он прослужит вам 5 лет. Вот. И не факт, что вы даже еще щетки хоть раз в нем замените. Вот. Про подшипники я уже просто молчу, даже при том износе, который у нас есть. Вот. Поэтому, сразу что бросилось в глаза? В инструкции, в принципе, какие-то есть циферки, как это собирается. Что-то там даже какие-то цифры есть, что-то там. Но инструкцию, как собирать, нету. То есть, например, в картинке нет вот этой штуки, да, не знаю, как называется, по которой движется стол, на который опирается и движется стол. И здесь стоит шестерня, вот здесь вот, да, и за счет этого он поднимается, опускается. Нет вообще. Вот как это кольцо, я сразу не понял, как его собирать, для чего оно нужно, тоже было непонятно. То есть в инструкции есть некая схема сборки, но она такая, это пазл. А я как последний раз сверлильным станком пользовался еще в школе на уроках труда. Спасибо большое всем нашим учителям. Фанипольская школа номер 2. Отличная школа, отличные учителя. Многому нас научили на уроках труда. У нас были токарный, и сверлильный, и фрезерный станок. О чем еще говорить? Деревообрабатывающий был станок. Вот, и последний раз я там этим пользовался. Я еще что-то там стал вспоминать. Если вы никогда не пользуетесь сверлильными станками, собрать эту штуку тяжеловато, короче. Я кое-как допер, как ее собирать. Собрал. Вот, появились новые нюансы. Первое. Станина треснута здесь и с этой стороны. Мне пришлось эти уголки, поскольку сваркой я не владею, я бы наварил, и уголки все равно усилил уголками. Я просто здесь наделал дырочек. Вот, в окончании эти трещины тоже дырку просверлил, чтобы она дальше не расходилась. Постарался усилить. Я понимаю, что если я верну, скажем, магазин Ома, я в магазине Ома покупал, то мне скажут, через 2 недели, мы можем вернуть вам деньги. Скорее всего, их вернут, но 2 недели меня промурыжит, я работать не смогу, но мне станок, в принципе, сами понимаете.
Вот, как бы такая ситуация. Наличие трещин, естественно, во время продажи, ну, и не проверяют. То есть показывают, вот, вроде бы все в комплекте, ну, вроде в комплекте, вроде в комплекте. Комплектности, кстати, тоже в инструкции не указано никакой. Эти циферки никак вообще не расшифрованы. Ну, то есть вообще никак. То есть, возможно, где-то в китайской инструкции они где-то были расшифрованы, что обозначает 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Плюс еще к этому, что еще есть здесь? Вот здесь вот такая есть коробка переключения скоростей. Вот. Ну, как видите, да, меняется как бы передаточное число от более крупного к более мелкому или наоборот. В зависимости от этого меняется скорость. Есть таблица скоростей, где указано, с какой на какой переключая, получим определенную скорость. Например, А3 здесь дважды. Вот. То есть, естественно, что это косяковая инструкция по перемещению скоростей. Может, так ее китайцы переводят, может, у них так принято. У нас так не принято, поэтому разобраться в ней. Ну, я предположил, что надо вот так вот сделать, получить максимальную скорость. А4 переключение сделать. Вот. Хотя в таблице 2 раза А3, А1 нет вообще, А2, ну, она такая, ну, то есть, вроде, может быть, там что-то можно и понять в ней. Вот. Может быть. Не гарантирую. Вот, то есть, ну, это нужно самому догадываться. Как собирать определенные детали, тоже приходилось самому догадываться. Как здесь собирать, для чего там втулка это нужна. Все это, ну, это можно допереть. Это ребус, понятно, но можно догадаться как бы. Ну, вот, смотрите, стол неровный. То есть, поймать горизонтально на этом столе невозможно. То есть, как ни ставь его, да, он все равно будет вот так вот перекошен. Вот он так перекашивается сам по себе.